Итак, в начале ноября 25 года мы с Костей оказались в Непале, в национальном парке Сагарматха на тропе к Эвересту. Сказать, что это было случайно, значит немного слукавить. Скорее всего, это был тот самый момент, когда ты просто решаешь довериться внутреннему голосу и воспользоваться шансом, который дает жизнь. Если вы уже видели первую часть, вы понимаете, о чем я. А если нет, сейчас самое время это почувствовать, ступив вместе с нами на пыльную тропу. Мост Хиллари остался позади. Тонкая нить над бездной, связавшей нашу привычную жизнь с миром гор. Сейчас он стал метров на 40 длиннее и действительно больше похож на тонкие проволочки. Или на нить Ариадны, ведущую дальше вглубь Хумбу. Раньше мы ходили по нижнему мосту. Он выглядел более коренастым и надежным. Но, как часто бывает, внешняя основательность рано или поздно уступает место технологиям. Пробку создали. На выходе с моста иногда образуются пробки. И виною всему, кто бы вы думали? Правильно, ослы. Они здесь полноправные участники движения, и спорить с ними никто не рискует. Вот когда пропускаешь караван, надо стоять от обрыва с противоположной стороны. Надо на ту сторону перейти. Фу. Видишь, с яком не поспоришь. Да. Рога длинные. Это площадка. Тут мы увидим Эверест. Очень вкусно. Это совсем не ледниковая вода, настоящая. Со всеми минералами. Пока что со всеми минералами пьем. Вещь. Настоящий туалет, понимаешь? Да, да. Тебе. Да, сюда. Все это. You wanna see? Я. Эверест? Yeah, and then behind the Everest, from here. На этой площадке в 2011 году продавали апельсины, а Эверест был виден как на ладони. Сейчас все заросло. Природа тихо, но настойчиво возвращает свое. Что тут пожелания отмечают? Нет, мне наш контакт сказал, что сюда. Кто не хочет, тот проходит. На чекпосту перед Намчи мы все-таки решили отметиться. И, между прочим, любопытная деталь. Еще в 21 году меня здесь записывали в потрепанный бумажный журнал. А теперь компьютеры, базы данных, уверенное движение мышкой.
Прогресс добрался и сюда. Статистику непальцы всегда вели исправно. Это фото в 2013 году я сделал на чекпосту в Манчжоу при входе в нацпарк. Трекеров становится больше, но не сказать, что катастрофически. Ковид, конечно, обрушил посещаемость почти в 20 раз. Go-go! И я хорошо помню, как тогда было пусто. Оставлю в описании ссылку на мой сериал «Непал послековидный» или распечатать Амфулапча. Намчу ты много раз видел в кино? Да, много. Но я в основном видел виды сверху. Когда люди снимали, вот именно они поднимались на Эверест Вью, а вот снизу... Снизу никто не снимает, не показывает. Вот мы нашим зрителям все это подробненько должны показать. У меня книжка есть «Эверест 82», которую мне папа купил ее. И там все эти, значит, впечатления советских людей, которые первый раз вот пришли посмотреть Намче-Базар. Там фотографии, все, значит, это рассказывается детально, очень детально. А почему очень детально? Потому что остальные советские люди могут про это прочитать только в книге. Вот. А больше никак. Так что вот что изменилось. Так что зрители нашего канала сейчас могут Они могут сюда приехать, пожалуйста. Раньше нельзя было, а раньше вот так. Только в книге можно прочитать о том, что в Намче-Базаре. Костя прям был весь в предвкушении увидеть легендарный Намче-Базар. А я чувствовал себя неопытным гидом, который видел слишком много, но рассказать словами не может. Только образы и эмоции. Да и что тут расскажешь? Скоро все увидите сами. Костя, кажется, был разочарован. Я, говорит, представлял себе Намче более грандиозным. А я только улыбнулся. Подожди, это еще не Намче совсем. Настоящий Намче будет вон за тем поворотом. Вот реально мы сейчас кругом эту гору обойдем и в этот амфитеатр войдем. Ну вот он, Намче. Это большой город. Прямо огромный. Как его здесь построили? Ну, все на осликах, на яках. Ну, в твоей книжке про Эверест тут был гораздо меньше городах. Да? Про Эверест 82. Там в основном сверху снимают. Наверное, сверху покрасивее. Не могу удержаться, чтобы не показать вам фотографии 12-летней давности, чтобы вы могли понять, как любят свою столицу шерпы. Видишь, они все механизировали. Вообще. А раньше не было вот этих ступ крутящих. Тут просто ручеек теплый, маленькие были. И вот этой ступы большой на входе не было. Если ты фотку посмотришь, Эверест 82, тут ничего нет. Шрирам порекомендовал нам отель в Намче Camp de Base, и я попросил его написать в тетрадке название, чтобы не забыть. Ну, он и написал. Еле нашли. Оказался Camp de Base. Solar or
Gas shower. Yeah, electric. Electric. Yeah, gas. Electric. With bathroom, yeah. How much with bathroom? So we have two types. We have one is $25, the other is $50. Ну что, $50 не будем экономить в ночь? Ну, За 2 одну дня. ночь. Почему? Да. За 2. А, за 2 нормально. За 2. Это вот за $50 за ночь. Как вам такая? Сейчас в Намче большой выбор жилья на любой кошелек. От 500 рупий до $50 за ночь. Так это даже лучше, Костя. А, да? Здесь, наверное, нет душа. Душа нет, а туалет-то есть. Шауэр написано. Не, так подожди, это тоже... Душ тоже есть. Окей. This is cheaper, yeah? Yeah, this is $25 per month. But do you have hot, $25 for night. One night. It's good. and hot water? Hot water, yeah, no hot water. No hot water. Hot water, yes. Yes? Yes. Ну тогда что? It's very good. Yes, which one do you want? This one, yes. This one? This Okay. is one easy. Yeah. Perfect. А? Perfect. Мы выбрали в 2 раза дешевле максимума. В то же время в 2 раза лучше, на наш взгляд. С собственным двориком, в котором можно будет сварить кофе, когда мы купим газ, и поставить штатив для съемки таймлапсов. Мы на 3400, то есть получается это перепад 2700. Огромный перепад. Обустроившись, мы пошли гулять по городу. Мне очень хотелось показать Косте его основные фишки. Так я тебе показываю, не Павел. Показываешь, хорошо, окей. Вот это легендарное кафе Бариста. Заходи. То есть видишь, тут все. Да, тут прям аутентично. Вообще. Все умеешь вязать? Нет, я не все умею. Ну, хоть один-то умеешь? Нет, хоть один-то умею, ну да, конечно. тут, кстати, все простые. Двойной булин я точно не умею вязать. А так остальные, то есть те, которые использую, те я умею. А которые я еще не использовал, вот, не умею. Вот Амадавлам. Здорово, да. Знакомые есть? Нет пока. Hello, namaste. Oh, can I have menu? Ну что, давай меню посмотрим, дальше давай. пойдем. Просто чтобы понимать уровень цен. Начали с кафе Бариста. Легендарное кафе с хорошей кухней и альпинистским вайбом. Зашли просто посмотреть, но, как обычно бывает, не удержались, чтобы не попробовать фирменное шерпское блюдо – похлебку тукпа с мясом. Вот смотри, Костя, какой супчик. Я подозреваю. Ага, Ну, неплохой же за 680. очень круто. Это мясо, это мясо. Это мясо. Давай, пробуй. Как он называется-то? Как он называется? Тукпа. Тупа. Тукпа. Очень хороший суп. Все, сейчас я буду пробовать. Изучаешь маршрут? Да, это ты вот ходил вот так. Да, здесь ходил. Вот тут как раз, наверное, мера пик где? Здесь? Вот она здесь. Правильно, Вот, да, вот, вот. мера пик, все. Ну, я и вот здесь этим кругом ходил. То есть я тут все ходил. То есть вот Ренджо Пас. То А, есть даже если ты мы- здесь, да, ходил? Да, О. тут ходил. Мы пойдем на Гокио, если у нас время останется. Можем обратно через Ренджо уйти, а можем вот здесь уйти. Понятно. Пообедав, мы пошли дальше, просто гулять по городу. Намче-базар раскинулся по склонам огромного амфитеатра. Чем дальше от центра, тем выше. И каждый поворот открывает новый объект, новый ракурс, новую деталь. Шикарно, прям, ну, реально
невозможно себе представить, что это все на яках привезли. Как это возможно? Если окажетесь в этих местах, обязательно выкроите время не просто переночевать здесь, а побродить по Намче хотя бы пару часов. Пройтись без спешки, посидеть на ступенях, посмотреть по сторонам, почувствовать его ритм и дыхание. 108 раз. Ну это как пора, хрупкая ваза, да? 108 раз. Второй раз. 3. Так 3. Тебе по новой на счет начинается. С одного. Нифига ты побежал. И тогда уверен, вы согласитесь со мною. Намче-Базар — это и есть сердце Гималаев. Если Эверест называют короной, то сердце бьется именно здесь. Костя увидел впервые Амадаблам вживую и сразу ее узнал. Костя, конечно, много читал и смотрел фильмов про Непал и район Эвереста. Он узнавал вершины одну за другой, и было особенно интересно наблюдать, как в его глазах картинки из книг и экранов вдруг становились реальностью. То, что раньше жило только в воображении, теперь стояло перед ним, яркое, настоящее, живое. Открыто уже? А мы шли, было закрыто? Самая большая крутилка. Сейчас Костя ее крутанет. А зачем? Слушай, тут, я думаю... Развалится, думаю? Да вон, видишь, она что-то завешена. Ага. Не факт, что она рабочая. Не ремонт, out of order, да? Монастырь закрыт. Жалко. Хотелось посетить. Вечером мы купили все необходимое, в том числе и газ, который нельзя провозить в самолете. Сколько получилось? 6400. Ну как тебе шопинг в Намче? Ну, очень хороший шопинг. Лучше, чем в этом, в Катманду. Здесь прям все по делу. Все вещи, которые нужны. А там и цены нормальные. Между прочим. Да, и Цены... можно выбрать совсем дешевые. Да. То есть вот эти, сколько мы кошки там искали, да, эти? Ну, котята, да. А здесь столько вариантов разных. И дешевые есть, и дорогие. Что хочешь. Вот, а там еле нашли. В общем, здесь лучший выбор. Можно билеты купить на вертолет в Катманду. 138. Да. Здесь отличные. Да тут и вещи есть хорошие, Да. не обязательно тут жесткий поддел. На балкончике фактически сидим, чилим. Если мы скажем, что мы сейчас где-то в Зермате,
И здесь гостиница, она особенно дорогая, потому что у нее, вот видите, дерево такое старинное все. Это, наверное, уже будет долларов 300 за ночь. Так А мы заплатили всего 25. Да, у нас- Вернее, даже еще не заплатили. У нас 25 долларов. По записи. Мы тут живем по записи. Но немножко сюда надо пешком идти, это минус. Ну, для некоторых минус, для нас плюс. Да, Костя даже сказал, сегодня что-то мало, надо еще куда-то сбегать. И мы сбегали вон туда. Как он называется? Намче. Базар Best View. Best View. Я да. думал West View. Да, вот так. Понятно. Вот. Поэтому приглашаем всех, приезжайте в Непал. Я думаю, вам здесь понравится на этом Ну, балкончике. именно в Намче-Базар, потому что отличие существенное, видишь, вот именно здесь, да? Нет, Особенно дальше мы пойдем дальше. выше, там будет еще лучше. Лучше, да? Я Но надеюсь. нет, вот такого антуража там не будет, что вот тут, понимаешь, и камень. Вот. Кстати, камень вообще теплый, горячий даже. Вот, у нас ботинки высыхают, минут за 40 полностью. Видишь, у нас тут... А ты уже чай положил, да, туда? Да. Все, супер. В Зермате они запретили въезд машин, да, в город. Там только электромобили, либо какие-то очень дорогие лошади. А здесь автомобиль, в принципе, сюда доехать не может. Да, кстати. То есть здесь люди рады были, наверное, на автомобилях, но, к сожалению, Нет. автомобиль сюда проехать не может. Это даже хорошо. Не, я имею в виду местный. Им бы, иначе здесь все же вот это построено, это все приехало на животных яках, или на людях. своем горбу. Да, а так бы, машина приехала. Конечно, лучше было бы. Вот. Парковка для мулов в Намче-базаре. И не загажено, да? Но убирают. Вот откуда они знают, что им надо идти? Что они вот в этой команде. Вот, и на этом, видишь, сзади. Нет. Ну, а все остальные-то откуда знают, что они в этой команде? Как вот они? Ну вот тут-то у них бирки есть, но для людей, а сами-то они как понимают? Вот ты говоришь, почему чисто? Потому что вот все лепешки сушат, потом топят ими. Поэтому и чисто. One, two, three. Когда-то давно я читал, что Намче-базар – это просто перевалочный пункт на пути к Эвересту. Место, где останавливаются, чтобы акклиматизироваться и идут дальше. Но в реальности все оказалось совсем иначе. Этот город появился задолго до первых трекеров. Когда-то здесь сходились древние торговые пути. Шерпы приносили с высокогорья сыр и масло яка, а из Тибета приходили караваны с солью и товарами. Намче был рынком, местом встречи, точкой обмена не только вещами, но и историями. И по сути ничего не изменилось. Намче и сейчас это узел. Место, где сходятся дороги и судьбы, где люди обмениваются историями. К вечеру город замедляется, и ты вдруг понимаешь, что Намче – это не просто точка на маршруте. Это живой организм, где ты на время становишься его частью. Где путь перестает быть только дорогой вверх и превращается в жизнь здесь и сейчас. Не экономить? Нет, в гостинице не стоит. То есть, если есть выбор, то, конечно, не стоит есть в гостинице. Это уж совсем. Не, ну это само собой там, где на Западе. А здесь, ты видишь, у них такой подход. Раньше румы были бесплатно, но ты у них кушаешь. Правильно. Ну, То есть ты приходишь, смотришь меню, а уже потом заселяешься. Не рум смотришь, а меню. Но это когда кафе нету, когда все Ну да. А здесь нам... здесь другая история. Поэтому и здесь и гостиница стоит денег, потому что иначе бы люди бы селились бесплатно в гостинице и ходили бы в кафе кушать. Народ-то ушлый, ты сам понимаешь. Ушлого народа много.
Ну давай, за удачный второй день. Масала ти. Самый главный итог, конечно, то, что у Кости разорвало мозг от этой красоты. Костя, я не обманываю? Нет, нисколько, да. Хотя я много раз видел на видео, но впечатление серьезное. Самому увидеть. 95 и пульс 45, 46. В смысле пульс 46? Ты что? У меня Всё? бывает так. У меня сейчас вот было даже 37. Вот. 94, 46. Офигеть, ты монстр какой-то. Кипятим чай. Хорошо иметь газ в Намче-базаре. Красный иметь газ вообще всегда, неважно, где ты находишься. Охраняет нас. Пес. Молодец. Третий день трека. Выходим в 6:47 на акклиматизационный выход на Эверест Вью. В Намче-базаре трекеры обычно берут один акклиматизационный день, чтобы организм постепенно привыкал к высоте. Но даже если у вас с акклиматизацией все в порядке, я очень рекомендую прогуляться повыше, в окрестностях поселка. Сянгбоче, отель Эверест Вью, Кумджунг – такие виды вы больше нигде не увидите прямо с тропы. Пойдемте. Я покажу вам эту красоту. Интересно, 6000-я гора вот эта вот, да? А ледников на ней нету. Южная сторона, и все тает. Нету ледников ни одного, да? Да может круто обрываются? Нет, здесь были бы ледники. А вот внешний вид как будто вот где-то внизу гора. Потому что ледников нет. А южная сторона до 6000 льда не лежит. Вот, пожалуйста. Вот он, Кумджунг. Вот тут тоже запрет яком ходить. Что, меня вперед? Да, давай. Пускаешь. Здесь красота. Ну. Зона. Это ворота, это в части ворота, понятно. То есть это их собственная ступа, собственные входные ворота. Фактически мы набрали высоту завтрашней ночевки. 3860. Вот наш Амадаблам, Эверест, Лходзе. Ну тут все знакомы. Ну как, Костя, впечатляет? И тут самое время будет поделиться с вами своим главным правилом съемки природных пейзажей в походе или на треке. Не жалей флешку. Увидел красоту, снимай немедленно, не откладывай. Очень часто внутренний голос шепчет: вот пройдем еще до того поворота, и там объект будет ближе, и там мы его и снимем. Или так:
На обратном пути солнце будет ниже, свет станет мягче, снимем тогда. Но когда доходишь до поворота, все уже другое. Ракурс, свет, настроение. А обратно захочешь идти другой дорогой, или облака затянут все небо. Снимай здесь и сейчас, как истинный буддист, наслаждайся моментом. За поворотом и на обратном пути снимешь еще, благо пленку тебе таскать не надо, а флешка не весит ничего. Раскошелься на пару терабайт и следуй за внутренним ощущением прекрасного. Набрали мы с Костей за 2 часа 3890 и наслаждаемся видами на Эверест, Ходзе, Амадаблам. Hotel Everest View 3880. Отель хороший и видовая площадка достойная, но Костя, взглянув на цены, схватился за голову. Впрочем, сегодня ему было не до ланча. Он явно был сыт другим, окружающими нас видами и наслаждался пищей духовной. Погода будто бы специально решила ему помочь в этом. Впереди нас ждал поселок Кумджунг. Большая деревня, в которой можно было почувствовать настоящий шерпский ритм жизни. Яма Даблам тут, смотри, по-другому совсем, да? Деревня Кумджунг плавно перетекает в Кунде. Здесь уже нет лавочек для туристов, тут начинается обычная жизнь. Настоящий шерпский вайб и тишина. Особенно если стихает ветер. Ну как тебе, Костя, завтрак с видом на Амадаблам? Да, можно сказать, что уже ланч. Приятно, что никого нету. Что мы здесь одни.
Если идти дальше в сторону хребта, на склоне можно заметить небольшой монастырь, одинокий чуть в стороне от тропы. К нему мы с Костей и направились. Монастырь оказался закрыт, но ради нас, единственных гостей в этот час, его открыли и разрешили снимать. За это отдельная благодарность настоятелю. It's nice. Это вам не тот монастырь в центре Кумджунга, куда ходят почти все, где посетителям показывают скальп йети, сделанный из шерсти горного козла, и просят за это $10, заодно напоминая, что снимать там запрещено. Наверное, donation тут оставить. А вот это знаешь, что такое? Вот это... Да. Пойдем, посмотрим тут верхнюю тропу. Но выше ты все равно не наберешь вот ничего. Сейчас я посмотрю, здесь сколько? 4,050. Я схожу и вернусь. После монастыря Костя никак не мог угомониться. Хочу, говорит, залезть повыше для акклиматизации. Я пытался его притормозить. Нам сегодня главное не спешить и не уставать раньше времени. Акклиматизация – это не про усилия, а про терпение. Для акклиматизации у тебя впереди будет еще достаточно времени. Но Костю в такие моменты остановить сложно, вы его просто не знаете. В итоге мы выбрали тропу на Maps.me и пошли еще выше, к вьюпоинту. Намасте. Намасте. Ну что, ты пойдешь туда? Давай. Костя убежал наверх. Хочет еще набрать 250 метров. Говорит, за час управится. А мне уже 400 хорош. Вот тут такой классный вьюпоинт над Намче-базаром. На высоте 400. И я тут делаю таймлапсики и отдыхаю. Флажки вот это вот дальний правый вот этот губы. Там флажки видно, там, они там должны быть. Ну что, вниз? Да.
Ты знаешь, куда идти? Ну, примерно. Пока Костя бегал наверх для акклиматизации, я снимал таймлапсы и, не поверите, залипал в интернете. Да-да, тут посреди гор на высоте 4000 метров интернет работает лучше, чем у нас в Москве на Красной площади. И вот что я прочел, мои дорогие. Оказывается, Ама-Даблам означает ожерелье матери. Даблам на языке шерпов – это традиционная подвеска-амулет. Маленькая шкатулка, в которой носят изображения божеств или священные реликвии. Для жителей Кхумбу Ама-Даблам не просто красивая гора, она считается священной покровительницей долины, оберегающей эти места. И мне вдруг до невозможности захотелось найти такой даблам. Маленький амулет, который можно повесить на шею или взять с собою наверх. С ним почему-то было бы спокойнее идти на гору. Ноги сами понесли меня вниз, в Намче, успеть до закрытия сувенирных лавок. Завтра мы уходим выше, и там с сувенирами, как вы сами понимаете, уже поскромнее. Я даже забыл все свои правила съемки и почти ничего не снял на спуске. Вот что иногда делает с человеком внезапно появившаяся идея. К счастью, лавочка была еще открыта. Мы начали объяснять женщинам, что именно мы ищем, показывать картинки из интернета, но, к сожалению, ни про какую легенду продавщицы не слышали. И нужного амулета у них не оказалось. Necklace. Ама-Даблам. Necklace Ама-Даблам daw kasi hindi. Over there are some necklaces. Where? Because we got told that Ама-Даблам means mother's necklace. We are looking for something like this. I don't know. I have no. You don't? Okay. Здесь нету с этой, ну, как С подвеской. с подвеской. Вот здесь обычные просто они. Она продает то, что у нее есть. Хотя, наверное, так и должно было случиться, потому что свой амулет я уже привез с собой из дома. Маленького щенка, с которым 20 лет назад играл мой сын, и почему-то назвал его Муляж. Вот ведь детская фантазия. Я его возьму с собой в Непал, поняли? Муляж много лет провисел у меня в подголовнике водительского кресла, а этой осенью неожиданно отправился в Непал. И, возможно, ему просто не хотелось, чтобы его променяли на какой-то другой даблам. Yes. Surprise to bets. Thank you. Сегодня такой тяжеленький денек получился. Как тебе Непал? Ой, Вкусил? огонь вообще, красотища. То есть, прям нам так повезло с погодой сегодня. Все вот эти фотки, которые в интернете самые красивые, мы все это видели сегодня. Вживую. Еще даже больше, потому что мы залезли на соседний хребет, и там еще лучше вид, чем с Эверест Вью. Короче, у нас был вид, ну, который редко вообще кто добирается туда. Ну а вот в сравнении ты смотришь фильмы, смотришь фотки и вживую.
Как это Ну, слушай, отличается? очень сильно отличается. Я не ожидал, что будет так сильно отличаться, потому что не было ощущения, что я уже все это представляю себе, что тут Эверест, Бейскин трек, самое популярное место, что тут можно увидеть такого классного. А вот, пожалуйста, удивительно, да. Очень красиво. Бархатная луна. Предчувствия нас не обманули. 2 ночи в Намче закончились именно тем, чем и должны были закончиться.